Приветствую вас! Данный видеоролик будет посвящен торговому модулю платформы Wallfix.net. Для запуска модуля вы можете перейти в панель управления. Вы видите, вынесена кнопка на панель управления Order Window, либо через закладку компонента в основном окне платформы также можно найти его в списке. Одним кликом запускаем торговый модуль. Он доступен во всех пакетах платформы и предоставляется совершенно бесплатно всем подписчикам нашей платформы. Что здесь, на что стоит обратить внимание? Да? Начнем, как всегда, с панели управления. Мы видим кнопку Statement, Option Desk. Это опционный деск, о котором будет записан отдельный ролик. Далее включение, подключение стакана, то есть глубины рынка. History Mode. Мы к ней еще вернемся. Это возможность просматривать сделки на графике за прошедшие дни. Кнопочка Setup с вынесенными основными функциями, наиболее часто используемыми функциями платформы. И кнопочка Window показывает, дает возможность навигации между открытыми окнами платформы. Statement. Здесь отображаются стандартные, скажем так, данные по торговым счетам, то есть между ними можно переключаться. Кнопочка Apply показывается, что у вас за выбранный период было открыто либо открыто, то есть вот ордера, трейды, закрытые позиции, открытые на данный момент позиции, кэшфлоу, также performance report. Это как бы, данные по изменению на счете. То есть, когда вы несколько сделок совершите, эти данные будут доступны по вашему счету, и вы сможете посмотреть, скажем так, динамика счета. Также переключение между окнами и, естественно, кнопка применения. Немножко позже мы к стейтменту еще вернемся. То есть, вот если мы сейчас закрываем его. Переходим далее. Option Desk. Опционный деск для торговли опционами. О нем в отдельном ролике. В данном ролике мы разбирать все возможности и функционал данного окна не будем. Следуем далее. History Mode. То есть мы видим, появляется окошко выбора даты. Мы можем переключаться в прошлое и смотреть, были ли какие-либо сделки на том или ином инструменте. Отключаем и попадаем сразу же на текущую торговую сессию. Снизу мы видим открытые позиции и на каком счету. Причем сразу хочу обратить ваше внимание, снизу есть кнопки, подключающие и отключающие ту или иную табличку. То есть рабочие приказы. Вот смотрите, если мы поставим любой приказ, то он сразу же отобразится. Да? Зеленый цвет — это на покупку приказы, красный цвет на продажу. Пока снимем приказ и пойдем далее. То есть дальше кнопка трейды, это уже совершенные сделки, открытые позиции, вот мы видим, отображаются, и отмененные ордера. Если таковые будут, то они тоже будут отображаться в списке, отдельным списком. Далее, теперь перейдем, собственно говоря, к основным функциям платформы, к непосредственно размещению ордеров и, естественно, к возможностям размещения сложных приказов, то есть с привязкой к позиции стоп-приказов, профит-приказов, трейлингов и так далее. Две кнопки Auto-Buy, Auto-Sell. Когда одна из кнопок светится соответствующим цветом, то есть покупкой зеленым, либо продажа красным, то значит именно этот вид отложенных приказов и активирован. То есть либо на покупку, либо на продажу. Вот, предположим, мы активировали отложенные ордера на покупку. Как функционируют они по умолчанию? На покупку приказ ниже рынка будет всегда Buy Limit по умолчанию. Выше рынка будет Sell. Стоп. Ой, вернее, buy stop, прошу прощения. То есть стоп-ордер на покупку, либо лимит-ордер на тоже покупку.
Ставим, видим 10 лот, buy лимит по такой-то цене. Утвердить, да, купить. Все, показывает, ордер отправлен. Как убирать окошко оповещения, мы поговорим немножко дальше, когда доберемся до опций. Выше рынка видим 10 лотов, buy стоп по такой-то цене. Buy подтвердить, все, ордер ушел. Мы видим их, данные ордера в окошке работающих ордеров. Как отменить ордер? Есть несколько вариантов. Мы можем по строке интересующего нас ордера в окошке рабочих ордеров кликнуть один раз левой кнопкой мышки и подтвердить cancel, да, ордер отменился. Либо наводимся на лейбл, то есть вот на саму цену приказа, правой кнопкой один клик, у нас появляется снова окошко отмены приказа. Отменили. Перейдем к продажам. Автосел. Выше рынка мы ставим sell limit, ниже рынка мы ставим sell stop. Как ставится приказ? Вот левым кликом мышки мы активируем линию приказа, выбираем нужную нам цену и на нужной нам цене, на интересующей нас, еще один левый клик, и платформа спрашивает, хотим ли мы поставить ордер. Шлем подтверждение о постановке ордера, приказ выставлен. Точно так же мы видим стоп, ниже рынка, приказ поставлен. Опять-таки, если появляется необходимость перенести приказ с одного места, подтянуть стоп, там, перенести профит и так далее. Снова левой кнопкой на цене ордера, на линии, делаем левый клик, и линия становится снова активной. Мы ее переносим на нужное нам место, и приказ меняется, и, собственно говоря, его цена. Точно так же с другим приказом можно сделать. Если вам необходимо отменить все приказы, поставленные по данному инструменту, внизу справа мы видим кнопочку Cancel All. Нажимаем Cancel All, нас спрашивает платформа, вы уверены? Да, все приказы сразу же снимаются. Это применимо к конкретно выбранному инструменту. То есть Cancel All не отменяет приказы на всех доступных у вас счетах. К кнопочке Trade Out мы немножко вернемся позже. Далее, Sell Market, Buy Market. Ну, совершенно понятно. Нажали, да, хотим по рынку отправить приказ в 10 контрактов на покупку. Да, хотим. Приказ ушел, ордер исполнен. Также хотим выйти, да, встречный приказ на продажу 10 контрактов. Ордер отправлен. Все, ордер исполнен. Далее, интересные сложные приказы, да, созданные наша разработка, Sell Trigger, Buy Trigger. Да, как они работают и для чего они в принципе нужны. Это возможность также отправить приказ отложенный, но с возможностью не светить его на рынке. То есть до сработки так называемого триггера, спускового крючка, данный вид приказа хранится на наших серверах. Каким образом? Мы хотим, допустим, выставить sell limit при достижении цены 32-36, лимит хотим поставить по 32-38. Соответственно, ставим две цены. Так, у нас 36 уже достигнуто. Сейчас немножко поменяем. Вот так вот сделаем. Вот смотрите, триггер прайс 32.37. А цена sell лимита 32.39. То есть, как только на рынке появится цена 32.37, платформа автоматически отправит sell лимит по цене 32.39. То есть, пока первое условие триггера, так называемого спускового крючка, не выполнено, этот приказ хранится на наших серверах. Как только триггер срабатывает, вашему брокеру уходит приказ соответствующий, да, то есть 10 контрактов по 32.39 на продажу.
sell limit в нашем случае. Опять-таки отменить можно либо правой кнопкой, либо из рабочих ордеров, либо функцией cancel all. Buy trigger. Тот же принцип, да. При достижении, допустим, рынка 32-37 мы хотим купить по 32-35. Поставили. Вот смотрите, условие, да, триггера по 32-37 исполнилось. И уже 32-35 это полноценный buy limit у нас установлен. С этим разобрались. Ну, вот можем дождаться сейчас исполнения. На тестовом, естественно, счету, на котором мы сейчас вам все демонстрируем, исполнение происходит в касании, вживую. Все будет зависеть от вашего брокера и, естественно, ситуации на рынке. То есть лимит в касании не всегда исполняется. Он может частично быть исполнен, либо не исполнен вообще. Гарантией, как вы знаете, исполнения лимит-ордера является появление цены лучше хотя бы на 1 пипс, чем указано в приказе. Так, отменяем данный приказ. И теперь переходим к наиболее, на мой взгляд, интересной части видеоролика. Это сложные приказы. Вы уже, наверное, успели заметить, что рядом с каждой из кнопок по отправке приказов серым написаны такие слова, как stop loss, take profit, trailing stop, TS, target, да, trailing stop target. Что они означают и как они настраиваются? Это настройка сложного приказа. Переведя мышку чуть правее от кнопки, мы можем к каждой кнопке для конкретно взятого инструмента и конкретно выбранного счета настроить сложный приказ. Что это значит? Нажимаем левый клик, у нас появляется диалоговое окошко для настройки сложных приказов. Order Setup. Настройка ордера. State, то есть статус. Статус делаем on, то есть включаем и настраиваем. Мы видим, можно в пипсах, в процентах от цены, изменения цены выставлять и в деньгах. Мы выберем самый простой и в принципе им и рекомендуем пользоваться. То есть так проще всего оценивать ситуацию. То есть мы сейчас, у нас включен инструмент Dow Jones Euro Futures на индекс Dow Jones Euro Stoxx 50. Мы назначим здесь, допустим, 4 пипса стоп. Take Profit сделаем, допустим, 10 пипсов. Trailing Stop 5 пипсов. И Trailing Stop Target включим, но оставим 0. Что это означает? Это означает, что по достижении нашей позиции, когда наша позиция достигнет 5 пипсового плюса, то есть рынок уйдет в нашу сторону на плюс 5 пипсов, стоп перенесется с минус 4 пипсов до безубытка, то есть на точку входа, и там и останется. Если мы поставим здесь другие значения, там, допустим 5, то Trailing Stop Target остановится при достижении, ну в нашем случае это уже Take Profit, но допустим мы сделаем Take Profit 15. При достижении 10 пипсов плюс Trailing Stop Target передвинется на 5 пипсов плюс и так далее. Мы оставим пока в безубытке. Нажмем Apply и мы видим, что вместо серого все светится, уже все надписи светятся белым цветом и здесь расписаны параметры. Также мы можем назначить параметры и для других видов приказа. Это касается всех приказов. Немножко, допустим, поменяем. То есть левой кнопкой кликаем и вызываем диалоговое окно. Да? Как это работает? Теперь давайте вот сразу поближе к рынку отправляем buy limit. Мы видим сразу над приказом все параметры сложного ордера расписаны. И как только он будет исполнен, сразу же будут расставлены соответствующие стопы и профиты на рынке. То есть будут отправлены вашему брокеру.
Пока ждем. Так, вот, ага, вот исполнился приказ. Смотрите, минус 4 пипса от рынка стоп, sell stop, take profit. Вы их также можете передвигать, причем смотрите, даже если, я пока отключу, я поставлю еще один приказ по ходу на 5 контрактов. Если этот приказ будет исполнен, то лотаж выставленного профита и стопа также изменится на ту цифру, которая останется открытой, то есть в нашем случае 5 контрактов. Если мы полностью закроем позицию, будь то трейд-аут, то есть выйти из рынка автоматически, либо просто решим зафиксировать позицию там, маркетом, любым другим видом приказа, то как только позиция будет закрыта, take profit и stop loss будут автоматически отменены платформой. Немножко позже я вам это продемонстрирую. Мы дождемся, пока часть закроется. Давайте пониже к рынку еще поставим. Вот. Чтобы вы увидели, что количество, размер, вернее, приказов автоматических изменится после частичной фиксации текущей позиции. Пока мы это ждем, на что хотелось бы обратить внимание. Setup. Кнопочка Setup. Здесь дублируются наиболее часто используемые функции, которые также есть в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши. Setup. Chart Setup. Вид графика. По умолчанию у вас открывается вот такой вот баровый график. Да? Кому удобно, могут работать, естественно, с баровым графиком. Также можно использовать тиковый график. И также можно использовать бокс-чарт с удобными для вас настройками. То есть кому как удобно, тот так и торгует. Да? Следующее. Contract Specification. Функция позволяет посмотреть условия по данному инструменту. Спецификация контракта. Название, Евростокс 50, символ его. Дальше. Вид инструмента, фьючерс, контракт, июньский 2014 года. Минимальное изменение цены, то есть тик в чем? В единице измеряется. Начальная маржа 362 евро. Вот мы видим валюту, биржа, стоимость одного тика, одного пипса 10 евро и экспирация, собственно говоря, непосредственно контракта, если мы говорим о фьючерсах. Идем далее. Грид. Грид — это настройка временной шкалы, разметки временной шкалы. Вот у меня только минута была сплошным цветом, я сейчас добавил 5 минут и 15. Смотрите, что поменялось. Мы видим пунктир для 5 минуток и красный, розовый пунктир для 15-минутных периодов. То есть помогает хорошо ориентироваться во времени, да, какой период сейчас заканчивается. Там, начало 5 минут, конец и так далее. То есть кто, в общем-то, торгует по объемам и знает те технологии, которые мы предлагаем для анализа, тот поймет, в чем, собственно говоря, ценность возможности разграничивать временную шкалу. Volume Limit. Стандартная функция, доступная в большинстве наших окон, это выделение тех или иных накоплений, какие вам важны, да, на графике. То есть вот, предположим, мы видим здесь 700 и 500 контрактов. Да, мы видим, что свыше 500 менее 700 у нас синеньким, то есть вот 641 контракт синим выделился, 702 контракта выделилось красным. То есть если еще будут значения свыше 700 появляться объема,
то они будут выделяться красным. Будь то 1000, 2000, 3000 контрактов, все будут выделяться красным. И свыше 500, но менее 700 будут синего цвета. Также volume limit есть суммарный volume bar less, это касается барового графика. Здесь вы указываете так называемый вертикальный, сумму вертикального объема по бару. То есть, допустим, суммарно в баре накопилось 5000 контрактов. Вы хотите все бары, давайте, чтобы не объяснять, как говорится. Перейдем к баровому графику. Здесь отключим grid. И уже вернемся к лимитам. Вот смотрите, часть баров стала синего цвета. То есть суммарный объем в данных барах менее 1000 контрактов. Вот бары белого цвета, это бары с объемом свыше 1000 контрактов. Возвращаемся к бокс-чарту. Так, ну никак 5 контрактов не заденут. Ну, сейчас, может быть, если дойдет до стоп-приказа, то он сработает и отменятся все другие приказы. Ага, так, вот мы можем, кстати, посмотреть. Вот уже сработавшие приказы. Вот была покупка. Вот два приказа сработали. Как раз в этом ключе мы вернемся к стейтменту. Apply. Видим, какие были приказы, да, причем их статус. То есть вот что было по времени. В 7:12:37 время биржи. Buy limit был отменен. Далее в 7:12:40 сработал рыночный приказ, он исполнен. Размер приказа 10 контрактов, исполнено 10, то есть бывает частичное исполнение. Тикер, когда время исполнения приказа время отмены, когда он истекает, и то есть приказ дневной, либо GTC, да, Good Through Cancel, то есть вид приказа можно менять, мы к этому тоже еще вернемся. И ID приказа. Далее переключаемся, трейды, да, покупка, продажа, продажа, то есть 10 контрактов двумя разными приказами были закрыты. Закрытые позиции. Вот 2 по 5 контрактов и профит по ним. Открытые позиции. Вот сейчас есть на этом же счете мы видим покупка 10 контрактов, а результат минус 100 евро. Кэшфлоу данных нет. Performance Report. Вот у нас уже доступен Performance Report. Да? Тикеры. По всем тикерам у нас торговый период всего за один день. Суммарная прибыль $1062.50. Gross Profit такой же, потому что у нас одна позиция. И мы видим большое количество данных, проценты от сделки, какой был размер маржи, необходимый размер счета и так далее. То есть полная статистика по сделкам. Вы можете также экспортировать в Excel и распечатать. Закрываем statement. Идем далее. Касательно видов приказов. Вот мы видим в правом верхнем углу написано TIF Day. Есть
три у нас типа приказа. Дневной, он живет в течение суток, в течение торговой сессии. GTC это пока не исполнится приказ. То есть такие виды приказов, с ними будьте осторожны. Если вы их забываете, то рано или поздно он может сработать, и что будет для вас сюрпризом. То есть следите за не только открытыми позициями, но и выставленными приказами. Потому что если вы хотите, то есть вы ожидаете там какого-то движения на рынке и хотите поставить приказ, чтобы он однозначно был в том месте, когда рынок к нему придет, вы используете вид приказа GTC. Да? Это же касается и take profit, и стоп-лосса. То есть платформа автоматически выставляет GTC приказы, чтобы если позиция у вас останется, у вас длинный take profit, допустим, рассчитанный там на длинное движение, то чтобы когда рынок туда придет, ордер все еще стоял. Не один день и потом автоматически отменился, а GTC это good through cancel. То есть на русский, если литературно перевести, да, до его исполнения. Хорош до его исполнения. То есть будет стоять на рынке. Поэтому это же касается и приказов, которые вы выставляете здесь и сейчас. То есть если вы в принципе внутри дня торгуете по дням. Если тайм, то здесь время, сколько он будет жить. По какое время. То есть сейчас у нас 7:50, допустим, 8, даже возьмем 7:55, apply, да. Поставили, все, вот показывается 10 лот до 7:55. То есть, если до 7:55 этот приказ не исполнится, то он автоматически будет отменен самой платформой. Опять-таки, к любому виду приказов можно применять сложные приказы. Как настраивается, мы уже с вами знаем. Далее, по списку. Price Scale, изменение ценовой шкалы. То есть можно менять ценовую шкалу, но имейте в виду, что это скажется и на отображении прибыли и так далее. В принципе, в окне ордеров мы не рекомендуем изменять ценовую шкалу. То есть вот мы, допустим, 2 сделаем, шаг изменится сейчас. То есть один шаг будет 2 пипса вместо 1. Но это полезно и применимо для анализа, допустим, в кластер профайлах, еще где-то, но в окне ордеров лучше смотреть на оригинальную котировку, потому что здесь вы непосредственно открываете позицию. Autofollow Connections и Autofollow Report. Есть отдельный видеоролик по автоследованию. Вы его можете посмотреть. В этом ролике мы не будем на это тратить время. Symbol Lookup. Это поиск, да, если вы хотите, не знаете тикера инструмента, но знаете, допустим, биржу. Да? Вот нажали евро-доллар. Таким образом, по описанию нашлось. Сокращаем до 3 букв. Смотрим больше инструментов. Да? Вот в описании евро швейцарский франк, евро фунт, евро иена, емини, евро-доллар просто 6 и так далее. Отсюда вы можете легко двойным кликом применять интересующий вас инструмент в поле тикер. Так, вот мы видим, до 7:55 нас исполнило. Позиция не очень удачная. Если вы не использовали сложные ордера, то можно самостоятельно поставить sell stop и там sell limit. Да?
В этом случае, если вы самостоятельно ставите, вы должны их самостоятельно отменять. То есть, если мой профит либо стоп будет исполнен, второй ордер останется висеть. То есть, если вы вручную открываете и следите за рынком, то имейте в виду, что ордера, которые вы выставляли, они останутся. В нашем случае мы видим буковка D подписана, это дневной ордер, то есть до конца сессии он будет висеть и будет отменен. Если мы вот поставим, смотрите, GTC, вот у него другая буква, вот этот приказ будет висеть, пока он не исполнится. Нажимаем Trade Out, закрывается текущая позиция и отменяются все выставленные по данному инструменту приказы. Так, а теперь на что хотелось бы еще обратить внимание в сетапе. Account List. Это список ваших счетов. Двойным кликом открывается диалоговое окно по счету. Вы его можете сделать публичным, тогда он будет доступен в рейтинге в основном окне. Вы можете приписать любой ник счету для отображения в рейтинге. Можно ставить Slave Master, переключать счет Master Slave. Это управление счетами. По нему тоже снят отдельный ролик. Также видите, у каждого счета есть свое управление. Далее, как подключать реальные счета. Вот правой кнопкой в контекстном меню Account Connections вы видите все способы подключения. Через CQG Fix, CTS T4, Rhythmic, SmartCom, Transact Connector. То есть, если у вас есть счет, доступно подключение реального счета через один из этих шлюзов, вы можете, воспользовавшись инструкцией на нашем сайте, его подключить. То есть, выбираете подключение, добавить счет, следуете инструкции и добавляете счет. Также он появится в Account List после подключения, вверху в списке счетов и так далее. На счете, который вы подключите, будут доступны только те инструменты, которые вам подключил брокер. То есть спрашивайте, нет ли каких-то ограничений со стороны брокера на доступ к тем или иным инструментам. Далее, по счету вы видите также информацию, номер счета, тестовый он или реальный, вот тут написано демо, доступные средства, 100 772 доллара, и по данному инструменту максимально возможное количество контрактов, которое позволит платформа открыть по этому инструменту. То есть по фьючерсу на евро 201 контракт можно будет открыть. Если у вас будут еще какие-то вопросы, вы можете обращаться к поддержке. Далее, по опциям. Options. Вот здесь самое интересное, подключение окна оповещения. Смотрите, Confirm Order Sending. Подтверждение отправки ордера. Да, включено. Выключаем. Hide Current Result. Кто-то, для психологического, скажем так, отсутствие психологического воздействия денежного результата по торговле может прятать, да, спрятать текущие результаты. Если будет включено, будут спрятаны. View Key Notification. Это оповещение об отправке ордера. Тоже отключим. Спрятать размер трейда. Доступный размер тоже по счету спрятать максимальную, вот то, что мы сейчас обсуждали. Текущая цена подключена, включена. Шрифт текущей цены вы можете выбрать из доступных. Current Price Position, то есть где находится текущая цена, на графике либо на шкале. Показывать ли время текущей цены и этот самый стакан показывать или нет. Выбрав, нажимаем Apply. Вот мы видим, вверху загорелось, да, Sending Orders Confirmation Off. То есть теперь отправка приказов будет без
вопроса. То есть кликнули, приказ ушел. Отменили, отменился приказ. То есть имейте в виду, что уже платформа не будет спрашивать, уверены ли вы, что хотите отправить тот или иной приказ. Горячие клавиши, тоже есть отдельное видео. Здесь вы можете настраивать горячие клавиши по работе с окном ордеров. То есть вот sell market, автоматически buy market, auto sell, auto buy, sell trigger и так далее. То есть все горячие клавиши вы можете настроить самостоятельно. Да, как настраивать? Наводимся в строку, удаляем бэкспейсом и снова новую комбинацию любую туда вводим. Настройка цветов, тоже понятно. Все цвета, какие могут быть тут вот в окне, их можно настроить. Там график, шкала, цвет шрифта и так далее. Символ лука просматривали, count list. В сущности, это основные параметры по работе с торговым модулем. Если у вас возникнут вопросы, пишите нам в поддержку, мы вам с радостью поможем. Все возможные контакты и возможность связаться с нами указано в разделе Contacts на нашем сайте wolfix.net. Всего хорошего и удачной вам торговли!